Итак, когда же людям нужна регулировка карбюратора бензокосы? Основная масса людей лезет в YouTube посмотреть регулировку карбюратора бензокосы исключительно тогда, когда они уже все сами накрутили, пошевелили, потрогали, подергали и убедились, что они сами не смогут это все отрегулировать. Итак, первым делом надо убедиться, что у нас сама бензокоса рабочая. Для этого у меня есть ролик на канале. Вот здесь вот я оставлю ссылочку, перейдете, если что, не заводится бензокоса, то причин. Вы должны убедиться, что у вас все полностью рабочее. Нигде не травит воздух, вернее нету подсоса воздуха. У вас полностью все исправно. Поршневая и вся остальная система зажигания работает. Если у вас все с этим хорошо, тогда непосредственно мы начинаем регулировать сам карбюратор. Начну показывать от самого простого, когда вы уже полностью все накрутили. И не знаете, что с чего начать и какой винт начинать крутить, потому что этот уже крутили, вот этот винт уже крутили, здесь крутили, все перекрутили, и у вас ничего не регулируется. Начнем поэтапно, так, чтобы было понятно каждому. Потом на примере объясню и покажу, как это все происходит. Сейчас теория. Первым делом необходимо добраться до вот этого винта. Он регулирует вылет тросика. Вот когда вы нажимаете рычажок, вот у вас здесь тросик. Вот так у нас это все выглядит по месту, когда тросик полностью протянут на бензокосе. Когда вы нажимаете полностью вот педаль газа в пол, у вас не должна вот эта часть не должна упираться непосредственно в эту резьбу. Она должна упираться в ступенечку, которая находится снизу, в пластиковую ступеньку. Если она упирается в эту резьбу, вам необходимо взять ключ на 10 и на 8 обычно это все происходит. И дистанционно вот открутить, вытянуть вот эту резьбу и законтрить это все обратно гаечкой. И вот проверяем, чтобы у нас за подлицо вот эта резьба была с нижней ступенькой. Тогда у нас дроссельная заслонка будет открываться полностью. Итак, вот на виде сбоку можно четко показать, что вот эта пластиковая ступенька. И при открытии дроссельной заслонки, видите, когда мы тянем тросик, оно упирается в эту пластиковую ступенечку. И у нас открывается полностью дроссельная заслонка. Этот винт в данном случае не мешает, потому что он укороченный. Но бывают случаи, когда вот эта часть резьбы выступает за пределы этой ступеньки. Для этого вот здесь есть вот контрящие гайка. И вот есть возможность вот так вытянуть, откручиваете. Оп. И вот здесь вот контрите вот этой гаечкой. Оп. И все. Идеально, когда вот эта часть за подлицо, может быть на там миллиметр другой, утоплена внутрь. Главное, чтобы не мешало открывать полностью нашу заслонку. Итак, хорошо. Здесь мы отрегулировали, приступаем к следующему этапу. Скорее всего, холостой ход. Вот это винт холостого хода. При закручивании по часовой стрелке, вот мы закручиваем по часовой стрелке, у нас начинает открываться непосредственно дроссельная заслонка. И не только дроссельная заслонка, я вам сейчас все объясню и покажу. А когда вы против часовой крутите стрелки, у вас дроссельная заслонка закрывается. Вот. Это просто, грубо говоря, упорка, которая поддерживает непосредственно саму дроссельную заслонку в нужном положении. Но также тут не так все просто, ребят. Ну как, это ничего сложного, но как бы и просто. Смотрите, параллельно с тем, когда вы открываете заслонку, вот вы давите на газ, и когда вы давите на газ, происходит открытие заслонки. Но если присмотреться внимательно, сейчас покажу на камеру, у нас происходит, видите, в конце особенно хорошо видно, поднятие вот этой самой площадки. Вот посмотрите внимательно. Близким кадром вот так поднимаем, видите, и площадка вот эта поднимается. Потому что здесь есть подъемчик специальный, и оно на шарике поднимает эту всю площадку. А для чего? А для того, что у нас здесь внутри, вот видите, есть игла. И эта игла как раз таки, когда вы ее откручиваете или закручиваете, регулирует подачу непосредственно
топлива по отношению к воздуху. Поэтому этот винт качества смеси. Он находится вот здесь. Сейчас покажу на камеру. Не вот эта вот большая болваночка, а внутри этой болваночки вот находится маленький винтик. И вот это, когда вы его закручиваете по часовой стрелке, внутри вот он, то вы придавливаете в пластиковый корпус эту иголку, и топливо поступает по отношению к воздуху, естественно. Топливо по отношению к воздуху поступает намного меньше. А когда вы откручиваете, топливо поступает больше. Сейчас вот видите, я просто в этом положении держу открытым. Я просто начну выкручивать, чтобы вы это все увидели, убедились, как это выглядит. Вот я выкручиваю эту маленькую иглу, этот маленький винтик внутри. И сейчас у нас просто из пластика эта иголочка выйдет. Вот. И еще нюанс. Вот почему? Вот если, допустим, вот видите, вот иголка сейчас уже вышла. И когда она вот у вас так вышла, у вас праймер может не качать. Вот если праймер не качает, подсос воздуха через пластик вот идет, через эту трубку пластиковую. И праймер плохо качает бензин. Как отрегулировать это все добро? Сейчас вам буду все рассказывать. Для начала, вот, если вдруг вы уже полезли в этот винтик, и вам надо это все теперь обратно отрегулировать, вот, вы выкручиваете и начинаете постепенно закручивать. Вот вставляете отверточку и начинаете постепенно закручивать. Вот видите, у нас иголка заходит внутрь этой трубки пластиковой. И закручиваете до тех пор, пока праймер не начнет качать. Что будет, если сильно закрутить? Если сильно закрутить этот маленький винтик, эту иголку, то будет очень сильно затруднен запуск бензокосы. Потому что топливо очень будет тяжело выходить. Если будет сильно отпущен, будет заливать. То есть будет богатое количество, будет много бензина и мало воздуха, понимаете? И я вам сейчас объясню дальше, как вот с этим винтом совладать и с этим одновременно, и с холостым ходом, чтобы вы не запутались. И вот мы подтянули, и у нас праймер начал прокачивать бензин. Много затянете, будет плохо, будет очень тяжело заводиться. Итак, вот этот винтик, который вот внутри, да, маленький, у него есть вот такой нюансик. На заводе очень часто вот говорят, что там калибруют там на заводе вот этот винт, чтобы он правильно обороты. Ну да, как бы калибруют, но делают это с поправкой на то, что чтобы у вас коса типа стабильно заводилась и жужжала, скажем так. Не была экономной, не была там супер хорошо настроена. Главное, чтобы она просто работала. Цель продать в рабочем виде, чтобы оно работало. И этот винт на заводе в среднем откручивают около 6-8 оборотов. То есть, он вот если легонько вот его закрутить, упереться в пластиковую нижнюю вот эту белую трубочку, и открутить на 6-8 оборотов, это приблизительно будут заводские значения. Но имейте в виду, что коса будет в этот момент реально переливать. Ну, и все индивидуально, но на заводе обычно делают так, чтобы чуть-чуть переливало. И есть ребята, которые утверждают, что если вот этот винт чуть-чуть больше закрутить от завода, у вас там будет слишком мало масла смазывать подшипники, и у вас быстро накроется поршневая. Нет, это все не так. Если вы нормально отрегулируете, ничего плохого не случится. Итак, переходим к следующему моменту. Вот у нас еще вот такой винтик есть. Этот винт у нас количество топлива. То есть он задает, сколько бензина будет поступать именно в карбюратор. А здесь вот уже этот винт, он определяет соотношение воздуха к соотношению топлива. То есть, естественно, винт холостого. И вы не знаете, с чего начать. Первым делом, вот этот винт закручивается закручивается он по часовой стрелке. Закручиваете его до упора. И смотря какая коса, ну в среднем там 1,5-2, ну в редких случаях там
больше 2 оборотов, откручивается. То есть закрутили до упора, отпустили на 1,5-2 оборота. Предварительно, чтобы завести вы смогли. Здесь накручиваем винт холостого хода чуть-чуть с запасом. Пусть у вас дроссельная заслонка будет больше, чем обычно. Вот так, пусть она будет больше приоткрыта. Все, здесь мы добавили холостого, чтобы у нас с запасом. Да, она будет ревсти, когда вы ее заведете, но это все потом отрегулируется в процессе. Здесь отпустили на 1,5-2 оборота. Здесь я вам рекомендую вот этот винт, чтобы был планомерный запуск стабильный, сделать от 6 до 8 оборотов. И в этом диапазоне пытаемся производить запуск бензокосы. Вот она у вас завелась, подхватила. И вы ловите этим сначала. Вот у вас, если сильно высокие обороты, вот вы завели, и она у вас орет, да? Если сильно высокие обороты, сбавляем винтом холостого хода. Вот сюда вот так, против часовой, убавляем. Так, чтобы у вас перестал крутиться диск. Вот, допустим, у вас там леска или что стоит, или катушка. Чтобы перестала крутиться, но при этом держала холостые обороты, как раньше было. И теперь вот этим винтом количество топлива ищем максимальные обороты. Вот. Вот, допустим, вот у вас на 1,5, там 2 было отпущено, вы ищете максимально. Это может быть и влево, это больше топлива, это может быть и вправо, это меньше топлива. И на самом пике ловите пик, максимально самые-самые высокие. И в этот момент, вот, допустим, если вот так стоит, вы отпускаете совсем немного, вот примерно вот так. Если стоит вот 12,6 часов, то отпускаете вот, ну даже четверть, вот, да, можно в принципе на четверть, но не больше, чем на четверть, потому что начнет переливать. Будет такое себе. Следующий этап, это идем к этому винту. Естественно, конечно, все настройки надо уже производить, когда у вас все прогрето, все нормально работает. Вот этим винтом начинаем тоже регулировать качество смеси. Здесь мы отрегулировали именно сколько топлива будет идти, грубо говоря, к этому винту. А этим винтом мы уже определяем, сколько из этого винта будет, вот, когда мы его отпускаем, сколько будет попадать уже в воздушную струю. И от этого зависит и максимальный, это, грубо говоря, как на бензопилах, может, кто в курсе, винты там высоких оборотов, винт высоких оборотов, да. Вот так откручиваем. Вот у нас на 6, допустим, да. И вот мы ловим приемистость. Сейчас вот с помощью этого винта еще выставляются максимальные обороты. Это типа надо прицепить тахометр. Конечно, у каждого есть тахометр, я знаю, блин. Это, короче, вы просто вспоминаете, какие у вас были максимальные обороты по заводу, да. Должно быть около 9000. На китайских косах около 9000 оборотов. Или там, если вы забыли этот звук, даже к соседу сгоняйте, послушайте, как оно тапка в пол. Да вы и сами должны помнить, какие у вас были максимальные обороты. И выкручиваете вот так, или закручиваете, в зависимости. Вот если вы закручиваете, вы сокращаете количество топлива, но это дело вот уже происходит. Вот у вас она работает, вы нажали газ в палас и держа, не отпуская рычага, газа полностью держите, начинаете регулировку этого винта. Если вы открутили на 6-8, обычно это в сторону закручивания вы это осуществляете. И надо добиться уровня оборотов около 9000. Либо вспомните на слух, какие у вас были максимальные обороты при нормальной работе. И вот вы вот так закручиваете. В редких случаях нужно откручивать. И ловите те обороты, при которых она у вас работала. Следующий момент, вы должны еще убедиться, вот, все, вы поймали эти обороты, отпускаете. Все, холостые работают. Вот, возможно, потребуется еще подрегулировать холостые. Вот мы можем отпустить или добавить. И такой нюанс еще. Когда вы вот это все уже отрегулировали, как проверяется? Выжимаем газ в палас. И она чуть-чуть призадумывается, там на полсекунды-секунду максимум, и начинает набирать обороты. Тогда это все хорошо будет у вас работать. Потом, когда у вас бензокоса остынет,
вы можете непосредственно попробовать ее запустить. Если у вас тяжело, она по-прежнему запускается, попробуйте вот этот винт еще немного отпустить на полоборота, наоборот, отпустить. Этот винт, если вы отпустите, он улучшает запуск, особенно на холодную. Поэтому вот на заводах производители этот винтик маленький и крутят на несколько оборотов даже больше, чтобы она у вас очень легко запускалась. Но она и бензина при этом будет жрать, дай боже, поверьте мне. Сейчас буду показывать непосредственно на бензокосе, обратно соберу. И еще, ребята, пожалуйста, если делаете регулировочку, то обязательно эту всю регулировку делайте, когда у вас стоит вот воздушный фильтр, когда вот у вас все собрано. Потому что если вы будете вот без воздушного фильтра делать эту всю регулировку, придется потом опять все это дорегулировать. Поэтому сразу все подсобранное должно быть. И после этого осуществляйте регулировку. Давайте сейчас вот наглядно попробую вам показать, как это все отрегулировать. Вот, беру и просто по заводу, да. Здесь у меня все отрегулировано, все работает. Но специально для ролика, вот, закрутил до упора, все. И откручиваю, ну давайте вот на тех же 1,5 оборота. Этот винт, который сверху, который вот здесь внутри, я уже тоже разрегулировал. Первым делом начинаю добавлять чуть-чуть газу вот здесь, на бензокосе, чтобы поймать холостые, чтобы она завелась. И начинаем это все на съемку, показываю. Будет меня плохо слышно, поэтому смотрите интуитивно. Покажу один раз. Все, поехали. Заводим. И теперь я показываю последовательность. Сначала ищем здесь на нижнем винте количество топлива. Самые высокие обороты отпускаем максимум на четверть. Потом смотрим у нас по холостому. Отпускаем холостой до нужных оборотов, чтобы у нас не крутился или катушка, или диск. И потом уже регулируем вот этот винтик маленький, который я вам показывал. Вот, лезу в винтик, закручиваю его до упора. Вот, ребят, закручиваю винтик, чтобы все было по чесноку, да. Будет у меня полностью разрегулированное. Вот. Все, полностью закрутил. Все, не пускает. Только здесь очень все нежное, не вздумайте сильно это все давить. Вот, все, уперлось. Эти винтики очень нежные. И вот, отпускаю. Раз. Вот, можно по винтику смотреть. 2, 3, 4, 5, 6. И она заведется. Следующий этап. У нас вот этот нижний винт. Также разрегулирован. Мы его закрутили и открутили на 1,5 оборота. Чтобы у нас был нормальный запуск, я добавлю холостого хода. Вот этот винт холостого хода, что я вам показывал. Добавляем, чтобы она у нас рычала. Ничего страшного. Начнет рычать, мы ее утихомирим немного. Когда поднастроим, вот, с запасиком. Все. Бензокоса у меня холодная. Закрываю заслонку. Включаю катушечку. И давайте заводить. Вот, видите? Начала схватывать, но заглохло. А ну. Вот, первый запуск есть. Вот еще раз. Включаю. Запуск есть, все работает. Да, но нам же надо отрегулировать, чтобы все теперь идеально было, потому что слишком много холостого у нас. Я знаю, что дроссельная очень сильно открыта. Ищем сначала первым делом на вот нижнем винте максимальные обороты. Сейчас возьму отверточку. Заводим. И теперь я показываю последовательность. Сначала ищем здесь на нижнем винте
количество топлива. Самые высокие обороты отпускаем максимум на четверть. Потом смотрим, у нас по холостому отпускаем холостой до нужных оборотов, чтобы у нас не крутился или катушка, или диск. И потом уже регулируем вот этот винтик маленький, который я вам показывал. Все, поехали. Подачи количества топлива, отрегулировали холостые. Сейчас я снова заведу и маленьким винтиком буду выставлять на слух. Можно по тахометру, но вы запоминайте на слух, как у вас работала бензокоса. Выставлять около 9000 оборотов, закручивая или откручивая данный винт. Когда выставите на приблизительно 9000 оборотов, если на холодную будет плохо запускаться, то этот винт можете отпустить на полоборота, наоборот, посмотрите уже по самой косе. Показываю. После того, как отрегулировали, в принципе, настройку карбюратора можно считать законченной. Это ликбез, чтобы понял каждый человек, самый даже, который не понимает, первый раз купил бензокосу и смог в этом всем разобраться. В принципе, все нюансы основные объяснил. Надеюсь, видео было полезным. Ставьте лайки, пишите комменты. Буду вам рад. Всем удачи, всем пока.